Всем привет, друзья! Продолжаем утилизировать старые джинсы, и сегодня я покажу, как можно сшить домашние тапочки из старых джинсов. Для начала нам необходимо будет сделать выкройку. Будем снимать мерки прямо с ноги. Обвели стопу, это будет у нас первая деталь выкройки. Далее берем тонкую бумагу или газету, прикладываем сверху стопы, вот так, и по объему стопы обводим то место, которое будет соприкасаться у нас с подошвой. Поставим метки в этом месте, обведем их, вырежем, и наша вторая деталь готова. Теперь вырезаем детали тапочек по нашей выкройке. Для подошвы я использовала низ от джинс, складываю в два слоя, прикалываю подошву и вырежу с учетом припуска в 1 сантиметр. Таких нам понадобится 4 детали, то есть 2 низа от джинс. Готово. И следующая деталь подошвы тапочек, это в моем случае ватин, но также можно использовать синтепон, пальтовую ткань или даже взять обрезки от шитья, мелко порезав их, положив между джинсовыми деталями и простегать их. Тоже такое возможно. Здесь цель придать форму и утеплить тапочки. Можно разными вариантами пользоваться. Я использовала ватин. Итак, 2 детали я вырезала. И еще вырезаем одну деталь подошвы. Для самого ее низа используем какой-нибудь непромокаемый материал. Это может быть кожзам, брезент, как в моем случае. Также можно срезать кожу со старых сапогов или сумки. Собирать нашу подошву тапочек мы будем в следующем порядке. Водонепроницаемый низ, затем джинса, затем утеплитель и снова джинса. Итак, выкроем далее верх тапочек. Таких нам понадобится 4 детали с припуском 1 сантиметр. На утеплитель я припуски не делаю, чтобы нам было легче потом сшивать наши тапочки. Для утепления верха я использовала синтепон, 2 детали. Готово. На верхнюю деталь мне хватило цельного куска джинсы, на нижнюю деталь мне джинсы не хватило, поэтому я разрезала выкройку на 2 части и сделаю ее составную из 2 деталей. Готово, разутюжили швы, и далее будем делать стежку на джинсовых деталях тапочек. Я расчертила квадраты по 3 сантиметра и по этим линиям прошью на машинке декоративными отделочными нитками для джинсов. Утеплитель у нас при этом находится между 2 джинсовыми деталями. Готово. Вот как выглядит стежка. То же самое мы проделали и с подошвами. Далее обработаем край верхней детали тапочек с помощью бейки шириной 4 сантиметра. В качестве материала для бейки я взяла тонкую джинсу. Можно взять любой материал на выбор, но не слишком толстый. Пришиваем на 1 сантиметр к тапочкам лицом к лицу. Затем отворачиваем на другую сторону и прошиваем на 1 миллиметр.
от края. Вот так аккуратно выглядит обработанный край тапочек. И далее нам необходимо будет сшить две джинсовые детали тапочек. Сначала скалываем иголками, не забывая при этом сохранять объем верха тапочек. Верхнюю деталь необходимо немного припосадить, немного присборить, когда мы сшиваем ее с нижней деталью. Это чем-то напоминает втачивание рукава в пройму, где мы рукав припосаживаем, где длина рукава, то есть оката, всегда больше, чем длина проймы. Здесь похожая ситуация. Итак, готово, все получилось. И далее также бейкой из тонкой джинсы мы обработаем края тапочек. Только теперь бейку мы будем кроить под углом 45 градусов. Это необходимо для того, чтобы она лучше легла по закругленным краям. Шириной 4 см будет бейка. Если длины бейки не хватает, то сшиваем ее вот таким образом. Итак, я подготовила бейку необходимой длины. Теперь прикладываем ее лицом к краю тапочек, прикалываем булавками по периметру и затем прошьем на 1 см от края. Концы бейки мы не прошиваем полностью, а оставляем их, затем сшиваем их между собой и уже после этого полностью притачиваем бейку к тапочку. Готово. Теперь отвернем бейку на сторону подошвы и приклеим ее с помощью термоклея следующим образом. Готово. И теперь нам осталось приклеить подошву с помощью термоклея или обувного клея. И для прочности еще отстрочить подошву и тапочек на 1 см от края. Я не отстрочила, но рекомендую все же отстрочить для прочности, чтобы подошва не отходила. Итак, друзья, наши тапочки из старых джинсов полностью готовы. Тапочки получились уютными, мягкими и отлично сели по ноге. Если вам понравился мастер-класс, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем хорошего настроения и до новых встреч! Шейте и носите с удовольствием!